Казахстан готовится к российским обстрелам. Польские фермеры снова на границе. И кем объявляет себя теперь Лукашенко? Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Доказательство того, что РФ убивает гражданских намеренно. В шахедах новое наполнение. Кто готов спасти Нетаньяху и кто обвиняет Международный уголовный суд в антисемитизме? Трамп меняет прокурора. Новая кандидатура. Кто этот человек? Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. 2 человека погибли, более 10 раненых после российского очередного обстрела города Сумы. Но эта атака отличалась от других хотя бы тем, что шахеды, участвовавшие в налете, были начинены по-новому. Шахеды, которыми били по Сумам, были снаряжены шрапнелью. Это оружие применяется для уничтожения людей, а не для уничтожения объектов. В Сумах это впервые. Повреждены жилые дома, автомобили и станции техобслуживания. Использование такого оружия направлено на массовые жертвы среди мирного населения, что является нарушением международного права. Тут уже головой лист. Придержи голову придержи. Казахстан усиливает меры безопасности после заявлений Путина об испытаниях ракет средней дальности «Орешник». Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру, руководителю администрации президента, главам силовых ведомств, акимам, всем срочно принять меры для обеспечения безопасности ключевых военных и гражданских объектов. Для нашего государства главная стратегическая цель — сохранение стабильности, спокойствия, законности и порядка. Казахстан неоднократно выступал за решение вопроса о прекращении военных действий между двумя славянскими народами путем переговоров. По словам пресс-секретаря президента Казахстана Берика Уали, ситуация находится под личным контролем главы государства. Он подчеркнул, что все ответственные структуры должны оперативно выполнить поручения для гарантии безопасности стратегических объектов. Вот тут Россия хотела показать силу, а в итоге показывает, что она побаивается Запада. Она побаивается эскалации войны. Эскалация на самом деле происходит, только такая ползучая, не в виде каких-то резких всплесков, взрывов. Нет, ползучая эскалация. Использование северокорейских военных, возобновление ракетных ударов по Украине. Это ползучая эскалация. Польские фермеры снова анонсируют блокировку границы. Об этом пишет Государственная таможенная служба Украины. Они планируют начать забастовку в субботу, 23 ноября, у пункта пропуска Медыка-Шагини на границе с Украиной. Забастовка начнется в 9 по киевскому времени. Польские таможенники уточнили, что протестующие намерены не ограничивать движение автобусов и легковых автомобилей, но для грузового транспорта будут действовать такие правила. Въезд в Украину будет ограничен до 1 грузовика в час, а выезд грузовиков весом более 3,5 тонн будет полностью заблокирован. К слову, немецкие медиа считают, что напряжение между Польшей и Украиной растет. Это происходит на фоне таких конфликтов, как польская эмбарго на украинское зерно и призывы Зеленского к Варшаве активнее поддерживать Украину. Об этом пишет польский медиапортал ПАП. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава должна сосредоточиться на сдерживании России и призвал Киев направить свои запросы к западным союзникам, обладающим большими ресурсами и находящимся дальше от фронта. Министр обороны говорит о тех действиях, которые совершаются уже. Мы очень добросовестно относимся ко всем действиям военных, если возникает чрезвычайная ситуация. Все системы ПВО, противовоздушной и противоракетной обороны приводятся в состояние повышенной боевой готовности. Еще одна атака на Украину — это еще один подъем польских союзных вертолетов, приведенная в боевую готовность противовоздушная оборона, ведь мы понимаем, что угроза для всей территории Украины реально каждый день. Несмотря на напряжение, Польша и Украина остаются едины в противостоянии России, а подобные конфликты и напряжение выгодны только Кремлю. А как вы думаете, существует ли дружба между Украиной и Россией, может быть, на каком-то отдельном уровне, среди политиков, или только между народами, или вообще не существует такой дружбы? Пишите в комментарии, это правда очень важно и очень интересно.
Венгрия становится на защиту Израиля. Виктор Орбан, кажется, просто против всего, что связано с нормальной работой европейских институций. Теперь он пытается защитить от Международного уголовного суда Биньямина Нетаньяху. Тот как раз выдал ордер на арест израильского премьера. МУС вмешивается в текущий политический конфликт, маскируясь под закон, но преследуя политические цели, и это само по себе неправильно. Это полностью дискредитирует международное право. Поэтому сегодня я приглашу премьер-министра Израиля, господина Нетаньяху, посетить Венгрию, и в этом приглашении я гарантирую ему, что если он приедет, то решение МУС не будет иметь силы в Венгрии, и мы не будем его задерживать. Сам премьер-министр Израиля, похоже, в защите не нуждается. Напомню, Международный уголовный суд выдал ордеры на арест Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта за преступления против человечности и военные преступления, совершенные в период как минимум с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года. По моему мнению, это может иметь несколько рода кризисное явление, в частности то, что касается как раз того, стоит ли задерживать Нетаньяху или нет, как можно будет имплементировать это решение, потому что это фактически будет означать некую рода коллизию. Соединенные Штаты, они не ратифицировали Римский статут, а страны Европейского Союза – да. И фактически это означает, что часть Запада будет поддерживать Израиль, а часть нет. Ну, то есть как раз-таки и действия властей Израиля. А как мы знаем, после прихода президента США Дональда Трампа будет усилена позиция в этом направлении, чтобы можно было помочь Израилю всем, чем можно. Но мне кажется, что сейчас может быть своего рода разногласие между Европейским Союзом и США, потому что Трамп ратует за то, чтобы конфликт на Ближнем Востоке окончился еще до его инаугурации. МУС выдал такой же ордер на арест одного из лидеров Хамас, Мухаммада Дейфа, которого, однако, ранее считали мертвым. Мы говорили с вами об этом в предыдущих выпусках Нехта Лайв, но вот сам премьер-министр Израиля считает эти обвинения, мягко говоря, необоснованными и говорит, что Израиль не признает это решение. Это антисемитская мера, которая преследует одну цель – задержать меня, удержать нас от реализации естественного права защищаться от врагов, которые встают против нас, чтобы уничтожить нас. Государство Израиль обвиняют в геноциде, в то время как мы защищаемся от врага, который пытается совершить геноцид против нас. Нас обвиняют в преднамеренном нападении на гражданских лиц, в то время как мы делаем все, чтобы не причинить вред гражданским лицам. Лукашенко не диктатор. Он приказал говорить именно так. Говорит, все это придумали американцы, но дальше как-то начинает путаться в показаниях. Диктатор, диктатура, да никому вы не верьте, никакой диктатуры в стране нет. И быть не может. Не может быть. Знаете почему? Потому что для того, чтобы быть диктатором, у тебя должны быть рычаги диктатуры. Ну а какие у меня рычаги диктатуры? Да америкосы придумали. Диктатор. А как я могу Америкой диктовать? Ну, понятно и все логично. Какой он диктатор, если даже Америке диктовать не может? Я обещаю вам, что через 2 года Минск станет столицей Соединенных Штатов Америки. Трамп решил прислушаться к голосу рассудка или пиара и решил отказаться от кандидатуры Мэтта Гетца на должность генерального прокурора, которая вызвала слишком много вопросов. К тому же он сам снял свою кандидатуру после обвинений в сексуальных связях с несовершеннолетней и употреблении наркотиков. Избранный президент США выдвинул Пэм Бонди на этот пост. Я Пэм Бонди. До того, как стать генеральным прокурором Флориды, я 18 лет была прокурором. Я вела сотни дел с участием присяжных в зале суда, очень похожим на сегодняшний. Бонди, бывшая генеральный прокурор Флориды, также работала в комиссии Трампа по борьбе с опиоидами и не так давно возглавляла юридическое подразделение аналитического центра America First Policy Institute. Ее профессиональный опыт выгодно отличается от резюме Гетца, и ожидается, что она встретит меньше сопротивления в Сенате.
Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.